Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, что у нас происходит, какие основные события и что ожидать по движению рубля, доллара, евро, нефти, ну и других индексов активов. Так, в Соединенных Штатах заступает новая судья. Судью, соответственно, предложил Дональд Трамп. И поэтому очень будет пристальное внимание и попытка со стороны демократов как-то скомпрометировать или поставить в неудобное положение эту судью, потому как она может сыграть ключевую роль в том, как будут протекать выборы президента и в решении дальнейших вопросов, оспариваниях и так далее. Вот сейчас на эту тему там развиваются очень интересные события. Далее, по поводу действий ФРС. В настоящее время все больше и больше возникает вопросов относительно того, какая будет дальнейшая политика ФРС. Да, мы знаем, там были решения, которые сообщались о том, что они будут придерживаться на протяжении 5 лет практически нулевых ставок, будут ставить во главу угла то, что низкая безработица должна быть, то есть безработица должна снизиться, и, соответственно, будут ориентироваться на среднюю инфляцию 2%. Но проблема заключается в том, что деньги, которые ФРС выпускает в виде различных инструментов, они перестали работать, они работают неэффективно. Почему это происходит? Это происходит потому, что те деньги, которые попадают людям в виде тех или иных инструментов, они на текущий момент времени не начинают работать в экономике по большей части. Они либо откладываются в виде прироста капитала, или попадают в какие-то другие финансовые инструменты. Вот, соответственно, то есть ФРС у них поэтому баланс и затормозился, потому что прирост баланса он не дает никакого ощутимого результата в плане восстановления экономики. Это создает очень опасную ситуацию, когда механизм, связанный с действием Центрального банка, он не восстанавливает, не спасает экономику. И на текущий момент они сейчас думают и не знают, какое решение им принять для того, чтобы как-то из этого выйти. На самом деле этот вопрос поднимался еще в мае 2019 года. Рэй Далио обратил внимание на то, что действия центральных банков, не только ФРС, а вообще мировых, они не приводят к увеличению эффективности экономики и к экономическому росту. В былые времена такая проблема решалась либо войнами, либо какими-то мощнейшими кризисами. На текущий момент мир подошел к такой черте развития, когда глобальная война она просто невозможна, потому что она просто превратит земной шар в пепел. Вот. А что касается кризисов, которые, скажем так, разрушают какие-то страны или какую-то часть стран, это тоже невозможно, потому как настолько все глобализовано и взаимосвязано, и дальнейший тренд развития, он именно связан с глобализацией. И, соответственно, поэтому пока нету ясности, как политика ФРС в самое ближайшее время повлияет на состояние американской экономики. Несмотря на нулевые процентные ставки, несмотря на там все заявления Пауэлла, несмотря там на попытки повлиять со стороны ФРС на Конгресс в части подписания мер стимулирования, здесь проблема кроется в другом, что эти меры, которые принимаются, они не спасают экономику, не запускают маховик экономической машины. И такая ситуация, она в один определенный момент даст сбой. Вопрос только, как это произойдет и когда. Но этого, к сожалению, никто не знает. Все знают, что пришло время для того, чтобы разразилась буря, но никто не может определить точную дату и причину, которая послужит событием-инициатором. Так, что меня удивило, это новая судья Эми Кони Барретт. Она 72 года рождения, то есть ей 48 лет, и у нее 7 детей. Это достаточно мощно, с моей точки зрения. Так, и вот что касается Америки, такая интересная статья на Bloomberg, это кризис консерватизма. То есть здесь подводится итог тому, что фактически уже на протяжении 40 лет в западном полушарии ключевую роль играют консерваторы. Это началось с Маргарет Тэтчер и Роберта Рейгана.
И, соответственно, в дальнейшем практически все лидеры западных стран, ну, по крайней мере, англосаксонской оси, они были консерваторами. Да, там были короткие периоды, когда приходили демократы. В Америке это Клинтон, это Барак Обама. Вот, но в целом, то есть основная концепция, основная часть элиты, которая рулила, она была консервативно настроена. И вот на текущий момент этому подводится итог в связи с тем, что ну, произошло в некотором роде вырождение идеи консерватизма. Отчасти это связано с тем, что, например, тот же Трамп окружил себя советниками, которые ему лояльны, но которые не особо компетентны во многих вопросах. И в силу этого как раз и возникла ситуация того, что он пропустил начало эпидемии коронавируса. Потому как он очень легко отнесся к тому, что пошла инфекция, вот в то время как его предшественники, будь то Рейган, будь то английский премьер-министр Черчилль, они на подобные вещи реагировали очень оперативно и очень адекватно. Вот. Но здесь как бы сам тот факт, что лидеры консервативных сил, они себя окружают лояльными людьми, но это, кстати, не только в англосаксонском мире, это вообще как бы сейчас тренд последнего времени окружить себя лояльными людьми, которые будут, скажем так, говорить, сообщать информацию, делать выводы, которые приятно слушать. Вот. Это приводит к застою, к болоте, к вырождению профессиональному. И в конечном счете это приводит к тому, что система идет в разнос и начинает разваливаться и деградировать. Исходя из этого, высока вероятность того, что к власти придут демократы, потому что нужна свежая кровь, нужна смена концепции. И, соответственно, вместо того, чтобы как-то пытаться замыкаться на своей стороне, что пытался делать Трамп, по сути, проведя деглобализацию, такой подход не работает. Мир движется в сторону открытых границ, объединения стран. И здесь все карты в руки к тому, что победят демократы. Тем более зеленая энергетика, которую необходима. Она необходима не из-за того, что там, скажем так, углекислый газ выделяется и он меняет климат планеты. Это достаточно спорная теория. Конечно, возможно, он влияет. Но лично мне кажется, что, в общем-то, малейшая вспышка или затухание на Солнце влияет гораздо больше на климат на нашей планете, нежели концентрация углекислого газа. Тем более, если посмотреть историю, даже новейшую историю, ну не новейшую, а новую историю, которая на протяжении 1-2 тысяч лет. Бывали периоды сильнейшего колебания температуры и климата, и явно они были связаны не с количеством углекислого газа. Например, в Москве, Москва-река в 1613 году или в 1612 году в августе месяце покрылась льдом. Такие же отклонения были и в других странах, в Швеции, Голландии, в Германии. Вот. И поэтому говорить о том, что вот мы сейчас уберем углекислый газ и все как бы заживем, экология придет в норму, я думаю, что это неправильно. И рано или поздно станет понятно, что такая точка зрения, она некорректна. Вот. Но есть другой очень важный момент. Дело в том, что цивилизация, экономика, она движется в сторону усложнения. То есть, чем больше усложнения, но правильного усложнения, которое дает результат, тем выше создается прибавочная стоимость. И тем, соответственно, все это развивается, движется. Следующий этап после двигателей внутреннего сгорания и ископаемого топлива, это, конечно же, электромобили и то, что связано с зелеными технологиями. Это более сложное, оно требует на первоначальном этапе переоснащения более глубоких технологий, нанотехнологий, которые необходимы для того, чтобы все это развивать и сделать эффективным. И поэтому как бы на фоне того, что мир подошел к такой черте, когда уже, скажем так, экономика она перестает эффективно функционировать, то в такие моменты всегда требуется переоснащение и замена основных фондов. Поэтому я считаю, что здесь как бы сформировались все условия для того, чтобы в Соединенных Штатах и в остальных странах, развитых, менее развитых, произошла смена режимов, стоящих у власти. Должны прийти те люди, которые ориентированы на глобализацию, на открытие границ. И таким образом, я думаю, будет решен окончательно вот этот кризис, который возник. Он возник не из-за ковида. Ковид послужил лишь поводом, лишь искоркой, которая упала на высушенный хворост. Вот. И поэтому
я думаю, победит Байден со всеми вытекающими последствиями. Так, друзья, давайте посмотрим, что происходит на рынке. У нас с утра, к сожалению, не произошло укрепление рубля ни к доллару, ни к евро, но здесь это по большей части связано с нефтью, потому как нефть просела и пока не восстанавливается. Так, но по американскому рынку идет рост, это SFD на Futures S&P. По VIX очень интересная ситуация, идет тестирование 25, если 25 пробиваем и закрепляемся, это приведет к тому, что волатильность упадет, и это откроет ворота роста для рынков. Так, ну вот возвращаясь к нефти, поскольку нефть у нас задает темп движения по рублю, к доллару и евро, соответственно, что мы видим? По нефти разворот не наступил с утра, произошло движение, цель которого была 42. Сейчас здесь сформировался разворот, и на текущий момент здесь, насколько мне видится, картина следующая. Либо будет пробой 42, если таковое происходит, то отсюда формируется импульс ухода сначала 41.35, потом 40.83. Если такового не происходит, то у нас здесь разворотная формация, и эта разворотная формация, она ведет к тому, что нефть сначала закрепится на 42.55, и потом состоится цикл движения на 43.23, вот сюда вот. Но 4-часовик подтверждает такое движение. Единственный какой момент, если будет повторной задеркой пробитие 42, то уже как бы здесь рост нефти не состоится, скорее всего пойдет движение на 40.83. Так, друзья, рубль-доллар, укрепление рубля не пошло, вот, но тем не менее сейчас здесь разворотная формация, и если не будет в ближайшие часы задерга наверх и пробитие 77.25 на объеме, вот, то соответственно у нас цель движения вот эта синяя линия, и при ее пробое 76.65 отсюда идет движение, цель которого 76.4, 76.25. Если такого движения сейчас не разовьется и пойдет новый задерг и попытка пробоя 77.25, то в этой ситуации у нас отсюда скорее всего сформируется импульс, цель которого движение сначала 77.6, потом движение 77.8. Вот сюда вот, в этот диапазон значений. Обращаю внимание, что в среду аукцион ОФЗ, и это дополнительный фактор, который будет помогать рублю удерживать позиции. Вот. Кроме того, сейчас особого негатива нету. Нефть немножко просела, не сказать, что сильно. Вот. И поэтому в случае разворота нефти, поскольку ураганы никуда не делись, и норвежские нефтяники тоже пока еще, насколько мне известно, на работу не вышли в полном составе, по этим причинам, я думаю, еще возможно укрепление по нефти и, соответственно, укрепление по рублю. Так, ну евро-рубль. Здесь у нас идет движение на 90.48, 90.3, 90.35, вот сюда вот в этот диапазон. 90.48, 90.30, если быть точным. Соответственно, вот этот диапазон сейчас, если мы приходим и его пробиваем, то следующая цель движения это 89 и 7, 89,5, вот сюда вот. Вот. Если мы сейчас здесь его в ближайшее время не пробиваем, остаемся торговаться в этом диапазоне, здесь рано или поздно возникает импульс, пробой 91,2 и, соответственно, укрепление евро до 92,2 вот сюда вот. Так, ну и вот виновник торжества того, что и нефть проседает, и рубль не укрепляется, это индекс доллара. Но у нас, поскольку идет снижение курса юаней за действие Центробанка Китая, юань тоже оказывает влияние на соотношение спроса между долларом и другими валютами, входящими в индекс доллара. Сам юань в индекс доллара не входит, но все равно, то есть в зависимости от того, какую валюту покупают и как идет изменение спроса предложения, это в том числе косвенно влияет и на положение доллара к другим валютам. Вот, соответственно, у нас сегодня идет рост индекса доллара. Если сейчас вот на текущих значениях он закрепляется и идет движение на 93,42, то в этой ситуации укрепление рубля сегодня не произойдет. Нефть, скорее всего, будет проседать. Вот. И, соответственно, то есть в этой ситуации мы увидим риск-офф, то есть выход из рисковых активов.
Вот. Но здесь сейчас может быть вот эта формация стать разворотной, это очень вероятно, я так думаю. Тогда как бы отсюда идет импульс движения на 93. В этой ситуации будет и укрепление рубля, и рост цены на нефть, и другие позитивные события, связанные с российским и другими фондовыми рынками. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь у нас идет сейчас тестирование 116 800. Если мы закрепляемся, торгуемся час-два выше этого значения, у нас, скорее всего, последует в ближайшее время импульс на 119 400. Если сейчас пробоя и закрепления не будет по итогам этого часа, сейчас 14:59 по Москве, то в этой ситуации, скорее всего, отсюда пойдет движение вот сюда, вот к нижней границе на 115 900. Ну и, соответственно, если движение продолжается вниз и происходит пробой 115 300, 115 тысяч вот этого диапазона, то у нас этот тренд ломается и мы идем проседать. Вот. Но сейчас пока на текущий момент, я думаю, больше вероятность того, что либо пойдет движение наверх, либо здесь будет коротенький отскок, и потом по факту проторговки будет донабор позиций и дальнейший рост. Так, друзья, далее золото. Но смотрите, по золоту у нас не произошел пробой 1939,5, 1940. Соответственно, здесь возникло движение вниз, мы нарисовали вершину. Но здесь, получается, на текущий момент времени удержали уровень, не пробили 1921. Соответственно, если не будет сейчас последующей попытки его пробить, то отсюда у нас развивается импульс движения, повторное тестирование на пробой 1940. Если мы сейчас идем вниз и этот уровень пробиваем, то у нас следующая цель движения находится на 1911-1912. Все, друзья, спасибо за внимание.